Выходи. Иди гуляй. Иди гуляй. Хрю. Мало того, что розовый, так еще и хрюкает. Привет, Си. С вами Зоокомп-клуб. Снова. Первый интернет-зоопарк. Это наши чудесные дикобразы. Это Снежок. Это Уголек. Там Пушинка. Я надеюсь, она сейчас придет. Уголек – это ребенок Пушинки со Снежком, несмотря на то, что он белый. Просто так получилось, что они геты, как это называется? Носят белый ген. Да, они носят белый ген, причем оба родителя несут белый ген. И поэтому пятый ребенок у них, они у нас давно размножаются, пятый ребенок у них родился беленьким. Вот он наш хороший уголечек. Недавно одно из наших видео с дикобразами обрело некоторую большую популярность, и теперь мы получаем огромное количество вопросов и главное, предостережений по поводу наших дикобразов. Люди очень сильно волнуются за нас, за то, что мы с ними так близко общаемся. Пушенька, Пушенька, давай дам орешек. Пуша, иди ко мне. Пуша, дам орешек, правда. Наша самка, она самая ручная на самом деле, и именно с ней я больше всего глажусь и обнимаюсь. Самцы, на удивление, все самцы, что Снежок, что детишки, они более осторожные. Снежок вообще приручился намного позднее, чем Пуша, и не приручился настолько сильно. Уголь тоже. На. Уголь, хороший. Пуш, Пуш, Пуш. Иди ко мне. Короче, сегодня я хотела бы затронуть такую тему, как техника безопасности поведения с дикобразами. Что вам действительно может грозить при общении даже с ручными дикобразами, что вам никак не грозит. Конечно, у дикобразов очень острые иглы. Я думаю, это понятно без дополнительных пояснений. Поэтому нужно осторожно себя вести, особенно рядом с хвостом дикобраза. Все самые острые иглы находятся у дикобраза на хвосте. Все вы, наверное, слышали эти истории о том, что леопарды, которым довелось напасть на дикобраза, получают такие страшные раны, что потом не могут охотиться нормально на других животных, могут начать охотиться на людей. Это действительно так. И, ой, у него тоже полосатые иголки, только сейчас заметила. Прикольно. На просвет видно. Это действительно так, но надо понимать, какие иглы несут опасность, а какие нет. Дело в том, что большинство игл, которые вы видите на видео, это вот эти штуки, очень длинные. И все вы говорите мне: о господи, береги глаза, у тебя же их всего 2. Дело в том, что вот эта юбка вся создана исключительно для красоты. Она создана для устрашения, для того, чтобы дикобраз мог отпугнуть большого хищника, мог раздуть ее и выглядеть крупнее, чем он есть. Но большинство из них вообще очень тоненькие, они безумно гибкие. И да, они находятся рядом с моими глазами, но я могу хоть сейчас тыкать себе в глаза ими бесконечное количество раз. Это абсолютно безопасно. Это очень мягкие иглы. Они действительно только для красоты. И боевые иглы, большинство из них вообще вот такой длины. Но некоторые подлиннее вот такой длины. Они все находятся исключительно у хвоста. Они безумно острые. Я даже, когда... это по сути шерсть, это же то же самое, что шерсть, их иголочки. Они вылинивают, они точно так же, мы находим их в вольере, по животнику в огромном количестве. Если они целые и красивые, мы их собираем, естественно, на сувениры, это мило. Но даже с этими сувенирами я осторожно обращаюсь. Даже вот, когда дикобраз проходил с ними год: Пуша, не лезь в мусорку! Пуша, не лезь в мусорку! Пуша, не лезь в мусорку! Молодец! Что-то они все там сидят. Не хотят со мной гладиться. Пушенька, иди ко мне. Ну иди сюда. Пуш! Пуша! Пуша! Хочу, чтобы в кадре был дикобраз. И даже когда дикобраз отходил с этими иглами год, и они притупились, даже тогда
они очень острые. Все эти иглы находятся вот здесь. Вот здесь. Самая опасная часть дикобраза. То есть мне большая опасность моим глазам будет грозить только если я начну йогой заниматься у хвоста дикобраза. Ложиться на пол, подставлять лицо под хвост, тогда да. Если мы говорим об этой части, прости, пожалуйста, Сереж, она абсолютно безопасна. Нет в ней ничего страшного. Тем не менее, даже с ручным дикобразом лучше не подходить сзади. Спереди без проблем, он не сможет вас ударить спереди. Но сзади дикобразы стараются аккуратно обращаться со своими иглами. Они понимают, что они острые, они понимают, что они могут нанести вам вред. Дикобразы очень умные, но они могут чего-то напугаться, они могут просто отшатнуться, и если вы стоите прямо у хвоста, ваши ноги могут пострадать. Ну, это часть ног голени до колена. Если специально не подставляться, стараться, люди тоже смотрят ролик и говорят: о, ну она отшатывается, типа, от дикобраза, значит, не все так просто. Ну, конечно, я отшатываюсь от его хвоста, это нормальное правило безопасности. Не то, чтобы она будет, не то, что я думаю, что она будет меня бить своим хвостом, скорее всего, не будет, потому что она ручная, она меня любит и знает, что так делать не надо. Но я делаю это на всякий случай, потому что это как раз техника безопасности. Блин, метр от хвоста дикобраза всегда, в любых обстоятельствах, даже у ручного. Если так поступать, если держаться всегда в метре от хвоста дикобраза, то, в принципе, он не нанесет вам вреда. То есть у нас несчастные случаи с поколами от дикобраза за все время, что мы их содержим, можно сосчитать по пальцам, по 2 пальцам. Один раз случайно Алену проткнули, один раз гостью проткнули. Ну, Пуша действительно просто сделала шаг назад, не хотела этого, а гостья сделала шаг вперед к ней под хвост. То есть, грубо говоря, не держала технику безопасности метра от хвоста дикобраза. И, да, уколола в ногу. Но одной иголочкой, покапала кровь, просто все. Не было ничего страшного. Иголками они не стреляют, это миф, абсолютно. Они действительно только могут бить хвостом. Если дикобраз напуган, он может быстро делать шаг назад, он может действительно намеренно бить своим хвостом. А стрелять при этом нет, он не умеет. Это все-таки все шутки, это же просто шерстинки. У вас собака стреляет шерсть? Снежа идет, ну Снежа, мальчик, ну хороший. Хочешь орешков еще? Хочешь орешков? На вопросы, зачем вообще нужны дикобразы, зачем вы завели дикобразов, вам что, делать нечего, я могу сказать, ну а зачем люди вообще заводят всех декоративных животных? Дикобразы, кто не знает, в России азиатские дикобразы, вот такие, достаточно распространены. С советского времени, мне кажется, их как привезли из Туркмении, так и разводят в зоопарках уже больше 60 лет. Их достаточно просто содержать, правда, содержат их в основном в зоопарке, но они настолько приятные, настолько хорошо приручаются, их просто содержать, что их держат даже детские кружки. У нас большинство детей, которые заняты экологическим воспитанием, прекрасно знают, что дикобраз, вот такой прекрасный, лохматый, это ручное умное создание, и, в общем, с ним прекрасно можно общаться, прекрасно можно его содержать. И знают, что не надо держаться, что надо держаться в метре от его хвоста. Видите, какие там боевые шипы? А юбочка безопасная. Да? Юбочка твоя безопасная. Вот. Своих дикобразов мы купили просто у частного заводчика. То есть просто наш товарищ у себя на участке устроил вольеры и держит дикобразов в свое удовольствие. Ровно как и мы. Просто держим их в свое удовольствие. В квартире это очень затруднительно. В квартире, конечно, никому не рекомендую заводить дикобраза. Но дело не в чем-то там страшном, а дело просто в том, что они очень разрушительные, они очень сильно копают и грызут, потому что это грызун. И грызун, который любит себе время от времени рыть норы. Поэтому, поэтому в квартире он вам все раскопает, даже бетон. Только если вы очень сильно укрепите комнату с ним, но на это пойдет не каждый. Поэтому лучше вольеры, лучше в частном доме. А так они клевые. Реально, это просто большая морская свинья.
с иголочками красивыми. Все. Теперь вы знаете технику поведения безопасности с дикобразом. Теперь вы знаете, что длинные иглы безопасны, а короткие я бы не стала так делать. Они не очень безопасны. Все, оставайтесь с нами. Узнаете. Техника поведения, техника безопасности очень простая. Не будьте дебилами. О, да. И все. Да. Ребята, больше от вас ничего не требуется. И все будет в порядке. В общении с животными никогда не будьте идиотами. Все. До Всё. новых встреч. Секундиль очень хороший папа. Он все время носит ребенка на себе. Хаси его практически не отдает, только на время кормления. Вот сейчас ребенок у нас сидит и кушает.